На экране он всегда улыбается, кажется уверенным и счастливым. Но за этой улыбкой скрывается история борьбы, одиночества и трудных испытаний. Сегодня мы расскажем, какой путь прошел Пак Соджун и почему его жизнь не такая беззаботная, как может показаться зрителям. Пак Соджун родился в простой семье, где не было ни богатства, ни связей в мире кино. Его родители старались дать детям все возможное, но жили скромно, и юному Соджуну приходилось рано взрослеть. Он часто говорил, что именно трудное детство закалило его характер и научило ценить каждую возможность. С ранних лет он мечтал о сцене. Но эта мечта казалась почти недостижимой, слишком много препятствий, слишком мало шансов. Он был обычным мальчиком из небогатой семьи, который решил идти против обстоятельств. Уже в школьные годы он начал проявлять интерес к актерскому мастерству, хотя многие вокруг считали это несерьезным занятием. Эта глава его жизни показывает, что даже самые большие звезды начинали с малого. За его улыбкой и уверенностью всегда скрывался ребенок, который упорно боролся за право на собственную мечту. Когда Пак Соджун только начал свой путь в актерской сфере, ему пришлось прервать мечты ради обязательной службы в армии. Для юного парня это стало тяжелым испытанием. Пока его сверстники делали первые шаги на сцене и в кино, он носил военную форму и жил по строгому распорядку. 2 года службы отодвинули его дебют и дали понять, что путь к славе будет намного дольше и сложнее. Многие в тот период сомневались, сможет ли он после армии пробиться в индустрию, где каждый день появляется новая волна молодых лиц. Но именно армия закалила его характер. Соджун научился дисциплине, терпению и внутренней стойкости. Позже он признавался, что именно служба помогла ему справляться с трудностями, которые ждали впереди. После возвращения из армии Пак Соджун оказался в непростом положении. Он мечтал о съемках, но предложений не было. Агентства не спешили давать ему роли, а кастинги заканчивались отказами. Это были годы тяжелых испытаний, когда приходилось жить почти без денег и постоянно сомневаться в своем выборе. Он признавался, что часто чувствовал одиночество. Друзья и знакомые шли по своим путям, а он оставался в стороне в ожидании шанса. Иногда приходилось подрабатывать, чтобы просто оплатить жилье и еду. Но даже в самые темные дни он не бросил мечту стать актером. Эти годы закалили его и сделали сильнее. Именно тогда он научился улыбаться даже тогда, когда внутри было тяжело. Та самая улыбка, которая позже покорила миллионы, появилась в период борьбы с одиночеством и неуверенностью. Первые заметные роли Пак Соджуна стали для него настоящим прорывом. Постепенно он начал получать внимание зрителей благодаря дорамам, где его игра была искренней и живой. Его яркие образы в романтических историях быстро сделали его любимцем публики. Но вместе с популярностью пришло и новое испытание. Каждый его шаг начали обсуждать, каждую роль сравнивали с предыдущей. Он признавался, что чувствовал сильное давление, страх не оправдать ожиданий становился тяжелым грузом. За кулисами той самой легкой улыбки скрывались бессонные ночи, сомнения и усталость. Эти первые успехи показали, что слава – это не только аплодисменты, но и постоянная борьба с критикой и внутренними переживаниями. И все же именно в этот период Пак Соджун доказал, что способен справиться с испытаниями и не сломаться. Когда Пак Соджун стал одной из самых заметных звезд, его жизнь полностью изменилась. Съемки шли одна за другой, график был расписан на месяцы вперед. Снаружи это выглядело как мечта, но за улыбкой актера скрывались тяжелые будни. Он признавался, что из-за постоянного давления часто страдал от бессонницы. Мысли о том, что нужно быть идеальным в каждой роли, не давали покоя даже ночью. Постоянный стресс изматывал его, и в какой-то момент он почувствовал, что может потерять себя в гонке за успехом. Тем не менее, именно это испытание сделало его сильнее. Пак Соджун научился контролировать себя,
сохранять спокойствие и находить силы продолжать путь, несмотря на усталость. Его улыбка стала символом стойкости, а не только легкости. Несмотря на успех и признание, были моменты, когда Пак Саджун не мог работать в полную силу. Здоровье давало сбу, и ему приходилось отказываться от проектов или брать паузы. Для актера, который привык жить в постоянном движении, такие остановки были особенно тяжелыми. Каждая пауза становилась испытанием для него и напоминанием о том, что за карьерой важно не забывать о себе. Он говорил, что именно в такие периоды учился заново находить внутренний баланс и смотреть на жизнь шире, чем только через призму славы. Эти болезненные остановки помогли ему понять простую истину: карьера может подождать, а здоровье и сила духа – самое главное. И именно эта зрелость сделала его еще ближе к своим поклонникам. После трудных пауз и испытаний Пак Саджун вернулся на экраны уже другим человеком. Его роль в Itaewon Class стала переломной. Он сыграл героя, который борется за справедливость, и зрители увидели в этом отражение его собственной стойкости. Позже он выбрал более мрачные и глубокие проекты, такие как «Кёнсангское чудовище», где показал совершенно новый уровень актерской игры. А участие в голливудском фильме «Марвелс» стало доказательством того, что его талант вышел за пределы Кореи. Сегодня Пак Саджун воспринимается не только как звезда Дорам, но и как актер, сумевший пройти через трудности и стать сильнее. Его путь – это история о том, что за улыбкой может скрываться боль, но именно она делает человека настоящим. История Пак Саджуна – это напоминание о том, что даже самые яркие звезды скрывают свою боль за улыбкой. Его путь был полон трудностей: бедность в детстве, армия, одиночество, бессонные ночи и паузы из-за здоровья. Но он сумел превратить каждое испытание в силу и показать миру, что стойкость и вера в себя способны изменить судьбу. Сегодня мы видим перед собой уверенного и успешного актера, но за этим образом стоит человек, который много раз падал и снова поднимался. И именно поэтому его история так трогает сердце миллионов. А как думаете вы, что помогает человеку пройти через все трудности? Талант, упорство или поддержка близких? Напишите в комментариях, ведь именно ваше мнение делает этот разговор живым.